Каждый, кто приезжает, знает, что это город Цветаевый, Паустовский, 101 километр. Тут вагон писателей, художников, просто интересных людей, мастеров своего дела. В Москве, как это ни странно, чем больше город, тем люди дальше друг от друга. А чем меньше город, тем они ближе друг к другу. В этом месте собрана, я думаю, вся Россия, где есть и дали, где есть и горки, перелески, и леса, и река, и так далее. Ну, то есть здесь есть все, но микро. Конструкция на сваях, деревянная, выполненная немножко в более современном духе, чем обычные палисаднички городские. И заодно она создала все-таки тоже дополнительную видовую точку. Меня зовут Ксения Савоскул. Я в Тарусе представляю фонд «Тарусское наследие». Мы друг к другу относим в семье, так сказать, категории беглых москвичей. То есть по прописке москвичи, но живем в Тарусе практически безвылазно последние лет 7-8. Рано или поздно, если вы здесь живете, вы как-то включаетесь в то, чтобы об этом городе, чем можете ему помогать. И вот этой вот еще общей, вот этой заботы, то есть вы воспринимаете ее как один общий дом. Когда я начинала свою карьеру строить, я ее строила в том числе и за границей, и работала много за границей. И чем больше появляется возможности работать дистанционно, тем больше у людей возникает таких возможностей просто делать работу откуда угодно. Поскольку я ученый, мне по большому счету, кроме компьютера, соответствующих, так сказать, вещей не нужно. Все свои проекты я могу делать здесь. Идея вот «Окон в прошлое» была как-то показать немножко другую Тарусу. В первую очередь нам самим, тарусянам. Конечно, оно, наверное, для туристов привлекательно, но вот сам момент был просто как-то зафиксировать вот это уходящее прошлое. Вот одно из моих любимых окошек с дома, которого уже нет, нашей соседки, тети Шуры, которую я еще помню. И вот, собственно, от ее дома осталось одно только окошко. Они были в каком-то смысле запланированы как такая селфи-точка. Я все время вижу людей. Даже был трогательный момент, когда я подошла там посмотреть на окошко, как оно живет или что оно делает. И ко мне подошла туристка, вышедшая из храма, и сказала: «Хотите, я вас сфотографирую?» Тарус – же уникальное место. Здесь городок площадью около 14 квадратных километров имеет около 7 того, что называется экологическим каркасом. В него входит акватория вот двух рек, их поймы, террасы и вот их долины, и плюс просто леса и рощи. Периодически возникают инвесторы, которым кажется: ну что ж, прекрасное место, давайте мы здесь построим центр, так сказать, культурного досуга, дом отдыха, ретрит и так далее. Вот один из последних, так сказать, запросов, которые были отбиты, так сказать, благополучно, поступил года 2 назад. В какой-то момент вы доходите до такого вот состояния вот этого. Если не я, то кто же? Устойчивое развитие – это не какой-то там бла-бла-бла, а это когда вы развиваетесь так, что оставляете что-то детям.
И это не моим личным детям, да, это просто следующим поколениям. Это про анализ того, что произошло, что мы потеряли, и про понимание того, что если мы будем сидеть дальше, сложа руки, мы можем и это потерять. У меня есть любимая строчка из Ахмадулиной, тесно связанная из Тарусы. Коротенькая: «Неужто и это отымут, что иму?» Вот неужели и это еще можно потерять? Я Мартынов Ваня, живу в Тарусе, работаю удаленно в банке. Я проектный менеджер в сфере IT. Я Алена Мартынова, в данный момент мама на 100%, если говорить мой род занятий. Вообще искусствовед, психолог, музыкант в душе, занимаюсь сейчас пением с детьми и организатор мероприятий. Очень долго проработала руководителем крупных проектов и организатором мероприятий в Москве. Мы 10 лет ездим сюда на дачу мужа. То есть Таруса знакома нам уже очень давно. Случилась пандемия всем известная, когда мужа перевели на удаленку. И мы решили, что действительно мы молоды, амбициозные, нас ничего не держит, и сейчас можно пробовать любые истории для своей жизни. У нашей с Аленкой квартиры это обычная панелька там, в спальном районе на окраине Москвы. Ничего из себя такого не представляющего. Человейники. Вот говорят, да, там человейники дома. И если раньше это было очень такое классическое стечение обстоятельств, что все из маленьких городов хотят в большой, потому что там предприятия, там какие-то фабрики, там вообще деньги и все-все-все. А сейчас с появлением вот такого аспекта, как удаленная работа и интернет, это я говорю про нашу ситуацию, например, да, мы понимаем, что неважно, в какой точке ты находишься. Ты можешь сидеть там в лесу, одним кликом там оформлять себе ипотеку, работать и делать вообще практически все. При этом тебе не нужна инфраструктура городская именно. В целом, я понимаю, что я себя гораздо лучше чувствую, когда у меня под ногами земля, а над головой небо. Меня даже иногда удивляет, что когда люди спрашивают, а зачем? А мне кажется, а что, разве не все так хотят? Я искренне удивляюсь, что разве вы не хотите жить в своем доме? Разве вы не хотите собаку в будке, которая будет вас встречать? Разве вы этого не хотите? Ну, пугает же любая перемена в жизни, пугает. Человек, в принципе, такое существо, которое боится перемен, и это сложно. Переехать сложно. Я расскажу прям очень честно, да, что незадолго до пандемии, до нашего переезда, у Вани было несколько, наверное, ну так скажем, лет такого застоя в работе, когда он ездил в офис и просто, ну, не понимала, что дальше, что вот так, а что это для этого вообще, вот все оно так и произойдет, да, вот там вперед десятилетия, вот я прихожу вечером, там час вижу детей, там, и все, и завтра опять по новой. И когда мы приехали сюда, произошло какой-то вот щелчок. Я фотографию всегда любил, и здесь, вот приезжая сюда как дачник, всегда снимал фото. Началось все на самом деле с ролика по любви, когда Ваня снял просто так, снял фильм про Тарусу. Русяне все его посмотрели, всем он полюбился, потому что я его снял для себя на самом деле. Не для продажи, не для какого-то проекта, а просто для себя снял открытый фильм про то, что я люблю этот город. Он выиграл конкурс «Дива России» 2017 или 2016. Второе место мы заняли. И это стало для меня отправной точкой, что, наверное, у меня что-то получается в этой области. А недавно, да, позвонили ему и сказали, мы из журнала Forbes, мы там снимаем какой-то репортаж про Тарус, вот нам дали ваш контакт, нам нужно определенные локации. Ваня говорит, если бы я знал, что вообще так можно деньги зарабатывать, я бы давно жил по-другому.
Вообще-то в Тарусе очень богатый людской фонд на всяких личностей. То есть тут вагон писателей, художников, просто интересных людей, мастеров своего дела, там, люди, лепящие из глины, гончары, там, кузнецы и так далее. Каждый человек из себя представляет очень интересную историю. Как он здесь оказался, а как он занялся своим делом. Коллективно подумали, что классно поснимать этих людей, интервьюировать их. В Москве ты работаешь в офисе, ты получаешь какую-то зарплату, и у тебя вот эта мысль, что, ага, ну вот мне там должность повысится, да, ну как-то очень большая вертикаль, я бы сказала, а здесь очень большая горизонталь. Сейчас есть такая некая тенденция у людей тоже уезжать из Москвы и организовывать поселение, да, это тоже такая отдельная история. И чем мне нравится Таруса, что здесь есть некий баланс, у нас есть сообщество, в котором мы общаемся, в котором у нас определенный круг общения, какие-то мероприятия, какие-то дела совместные, но при этом мы не закрыты в поселении. Явно другие отношения, не такие, как в Москве, вот 100%, потому что в Москве ты общаешься там с коллегами, там какие-то старые знакомые из университета, школы, друзья, или там, ну, какие-то вот устоявшиеся контакты, с которыми ты общаешься. Очень маловероятно, что, идя по улице, или там, пойдя на рынок, например, ты с кем-то можешь начать общаться и в итоге вечером пить у него чай в гостях. А здесь такое возможно. И тут просто есть же еще этот такой важный момент, что есть какое-то ощущение все ближе. Про что я говорю? Я не говорю только про территориальную близость. Я говорю про близость людей. Ну, как бы я не могу себе представить, что я в Москве могу прийти к мэру города и сказать: вы знаете, мне вот лавочку здесь надо убрать. У нас стоит лавочка, она мне мешает. А я здесь могу зайти. Я, более того, не то, что могу зайти к мэру города, я могу его в кафе встретить, мимо проходя, сказать: ой, Сергей Александрович, можно поговорить? Вот эта тесность связей, она проявляется в том, что ты сегодня что-то там, например, придумал, кому-то сказал, а завтра на улице к тебе подойдет третий человек, с которым ты не говорил на эту тему, и спросит тебя про это. Вот. В таком виде это проявляется, и это надо учитывать и понимать такую специфику малого города. Вот тут интересный момент, потому что в Тарусе я все время до сих пор знакомлюсь с кем-то. У меня нет одних и тех же лиц. То есть есть какой-то набор одних и тех же лиц, но все время появляется кто-то, семья, или просто какие-нибудь художники, или просто приезжие, которые тоже тут какой-то домик приобрели. Причем абсолютно из разных слоев, как и социальных, и экономических. Это удивительная история, потому что мы здесь общаемся как с художниками там, какого-то очень высокого уровня, как и общаемся с простыми ремесленниками, так и общаемся просто вот с людьми там, нашего круга, да. И до сих пор я с кем-то знакомлюсь. Меня зовут Сергей Пилипенко. Я член Союза художников России. Могу назвать свою профессию как художник-скульптор. Это был 1985 год. Только ступив ногой на эту землю, понял, что это мое. За свое время перепробовал и металл, и камень, и керамику, и кости. И, собственно говоря, от каждого материала чего-то набирался. Но только тогда, когда столкнулся с деревом, понял, что это именно тот материал, с которым я должен работать. Это мягкая древесина. Я сейчас объясню даже, почему именно вот липа в данном случае. Потому что мы, как чистый лист бумаги, легко воспринимает цвет. Первый идет прозрачный слой, а второй слой идет уже более глухой, но светлые тона. И, собственно говоря, вот это вот еще придает какую-то воздушность.
Есть, допустим, вещь «Весна прилетела», где птица изображена, и на ней город, там, допустим, Таруса, там, ну или любой другой, может быть, провинциальный город или это. Но просто возникла такая идея город изобразить в виде птицы. Довольно часто спрашивают, а сколько времени это делается, да? Или там однажды ко мне подошел один из моих учеников, который у меня учился, и спрашивал, а сколько это стоит? Он не спросил, как это делать, он спросил, сколько это стоит. Меня это очень сильно покоробило. Конечно, я несу добро. Я вижу реакцию детей на мои работы. И я вижу, как они на это откликаются, и, собственно говоря, дети врать не будут. Ну-ка давай, что тут у нас? Это разноцветное облако. Облако. Это косичка у облака. Вот. Это вот звезды, наши планеты. Красные Да. звезды. Это я смешала просто цвет синий с Все, желтым. понял. Я бы, как миссию не назвал, просто человек каждый делает то, что у него, как вот порыв внутренний какой-то, да? И если у его порыв лечить людей, это наверняка чувствуется, если человек к этому приставлен. Если не приставлен, тоже чувствуется. Будешь? Тоже никогда не плакал. Едят. Я думала, что ты видишь продукты. Я Саша Павелев, живу я в городе Таруса. Я являюсь священнослужителем храма Воскресения Христова в городе Тарусе. У нас в городе 4 священника, все они из Москвы. Я единственный, который именно здесь родился, учился в наших школах, наше училище закончил, училище ПТУ-34, и здесь служу. У нас храм, можно сказать, домашний, новых людей в нем нет. Меня не знали до семинарии, когда мне там было 18-20 лет. Я туда ходил, детей крестил, там причащался, на клиросе там читал. Поэтому какой-то такой дистанции нет у меня. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Когда я стал интересоваться, 19-20, такой вот перелом. Ну, у меня компания такая была, что торчки такие вот были. Кто-то увлекся там тяжелыми наркотиками, кто-то там СПИДом уже заболел. У меня там была компания, с которой мы ходили, там встречались вечерами. Я понял, что я начинаю тупеть вот, в общении с такой компанией. Вот, я не развиваюсь. И я как-то начал проявлять интерес именно к богослужению, интересоваться. Они меня крутили пальцем у виска, сказали: Саня, ты дурак, дебил, какая церковь, там, зачем, ты молодой, там, надо все-таки жить. Там. Вот прошло время, когда мне пришлось отпевать их лично. Сознание человека, кто такой священник, это волос, голос и ухо и брюхо. То есть длинные волосы, ухо и голос он может петь, и большое пузо он может много съесть. Да. Это вот менталитет, ну, такого сказочного священника, который всегда там высмеивался. Вот современный мир, он меняется. Вот раньше такого не было, а сейчас есть интернет, ты можешь посмотреть, кто чем занимается. Сейчас мы едем ко мне на строечку. В лесу я строю такую беседку, которая называется Лаву. Это финское название. Это временное укрытие рыболовы или охотников.
эта форма ножа называется кукри. С таким ножом Александр Македонский завоевал полмира. Вот с такой вот формой. Ну, для сделать лагерь, это самый оптимальный ножик. Я тоже блогер, у меня есть свой канал, который называется «Не Маугли». Горит, горит. У меня получилось. У меня все получилось. У меня канал как биографический такой, как дневник такой, видеодневник у меня. Наш любимый крезик. Здесь, блин, конечно, вот я вот что-то стремаюсь. Блин. Пусть горка небольшая, но кайфуешь. А так, да, стоишь в очереди, там бабуля там какая-нибудь сзади смотрит и говорит, ой, а я, знаете, я смотрю вашу страничку, там, ваши ролики там, это, в Ютубе. Вот бабки, даже бабки, они знают, какие у меня увлечения, чем я занимаюсь, и они смотрят, они следят за мной. Ну вот одним из моих увлечений являются велосипеды. На велосипедах я уже катаюсь, думаю, больше 5 лет. Вот он Gravel, последний мой велосипед, любимый велосипед. Ну и самый, конечно, крутой велосипед. Это просто пушка такая, она заряжена полностью, с нуля была. Самое большое, это я катался 156 километров. Я катался от Таруса, Алексин, Поленова, Серпухов, Калинова, Никовской и Таруса. Рамштайн слушаю, Бэби Метал слушаю, Гаттеринг. В общем, я раньше слушал Doom Готика, такое направление. Ну, какие-то композиции я до сих пор слушаю. А так, в основном, ритмичная такая музыка, в основном, конечно, тяжелая, чтобы она шла фоном для меня. Я когда-то читал книгу Конюхова, когда он плыл на Тургаяке. Вот я с ним согласен полностью. Он описывает состояние, когда ты находишься один, наедине с природой. Ты здесь вот очень близко чувствуешь присутствие Бога. Вот мы в этой жизни, когда живем, мы знаем, что у нас есть милиция, есть скорая помощь, там, если надо, тебе там прилетит вертолет, куда-то отвезут, там. В общем, откачают по-любому. А там, когда ты находишься в такой ситуации, где дикий лес, или река, или опасность, ты понимаешь, насколько ты близок к Богу. Я вот своей деятельностью в Тарусе видела консолидацию всех сил вот, для блага общего дома. Сохранить какие-то кусочки там человеческой памяти, памяти, которые несут в себе какие-то строения, здания и природа, конечно. Ландшафт, который все это помнит, который вдохновлял их, хотелось бы хоть какие-то кусочки из него сохранить, чтобы он, может быть, продолжил вдохновлять там нас, наших детей и так далее. Да мне это место нравится. Все. Мне больше ничего не нужно. Я потому что пробовали там, допустим, едем на море отдыхать. И это, ну, все замечательно, все прекрасно. Но подъезжаешь к этому городу Таруса, и все, и ты дома. Ну, а все остальное – это не дома. Бывает такое, что люди, наверное, приходят на исповедь, ну, они когда искренне каются, вот это бывает какое-то прям воодушевление, хочется служить дальше, ты понимаешь, что ты нужен. Да, мы стали... Действительно, это слово целостный, наверное, да, какое-то гармоничное проживание своей жизни, нежели чем по каким-то заранее до тебя написанным сценариям.